Здравствуйте, меня зовут Виктория, я психотерапевт и гештальт-консультант. Сегодня мы с вами поговорим на тему того, кто такой тиран, как им становится и как выйти из роли тирана. Напомню, что я уже снимала 2 видео на тему того, кто такая жертва, кто такой спасатель. И сейчас пришло время 3-й роли тирана в этой связке треугольника жертва, тиран, спасатель. Для того, чтобы более доступно и понятно описать некоторые паттерны поведения и игр, в которые играют люди, я использую теорию треугольника Карпмана, где есть жертва, тиран и спасатель. Итак, кто же такой тиран? Тиран — это тот, кто контролирует, доминирует, манипулирует, давит на других. И в тяжелых случаях это тот, кто, возможно, физически причиняет вред другим людям. Так происходит, потому что внутри личности тирана у него слишком много напряжения, которое он не умеет экологично как-то упаковывать, но оно никуда не девается. И как бы человек его внутри себя не сдерживал, все равно когда-то оно выльется наружу, например, на жертву. То есть жертва становится такой своеобразной грушей для битья, которую тиран выбирает для того, чтобы вылить на нее свое напряжение. И здесь нужно понимать, что тиран является тираном не потому, что он на самом деле плохой, злой, какой-то ужасный человек, а просто потому, что эта личность не смогла приспособиться и найти другой способ выражения своего напряжения, кроме как тиранить других. Обычно тираном становится тот, кто в прошлом был жертвой. Это может формироваться из детства, где ребенка унижали, критиковали, гнобили, каким-то образом уничтожали, и он был жертвой в то время, и потом он вырос и стал тираном. Поэтому, если вы вдруг обнаруживаете, что рядом с вами какой-то человек, к примеру, муж, жена, друг, босс, кто угодно, если вы обнаруживаете, что этот человек на самом деле тиран, то демонизация этого человека ничего вам не даст, кроме того, что вы еще больше будете погружаться в состояние жертвы. И таким образом подпитывать тирана, потому что тиран всегда найдет свою жертву, а жертва, соответственно, найдет своего тирана. Как говорится, была бы жертва, а тиран найдется. Главная причина, почему люди становятся тиранами, спасателями, жертвами, это низкая осознанность. Если вы не занимаетесь и не развиваете свой эмоциональный интеллект, у вас не будет осознанности, которая позволит вам заметить, что происходит вообще вокруг, что происходит с вами, что происходит во взаимодействии с другим человеком. Обычно эти люди — это как слепые котята, которые просто что-то делают, совершенно не осознают, они в таком, можно даже сказать, аффекте, они совершенно не осознают, что вообще происходит. То есть это такой более примитивный уровень развития, где люди просто вот живут и реагируют на какие-то раздражители, без задавания себе в голове вопроса, а что сейчас происходит, почему так происходит, почему мне так говорят, почему мне так делают, почему со мной так поступают, или почему я так говорю, почему я хочу что-то сказать. У человека совершенно нет вот этого внутреннего стопа, где он дает себе хотя бы 5 секунд на размышление, что если он сейчас хочет что-то сказать, либо там вообще ударить, если мы говорим про физическое насилие. Хотя физическое насилие — это не то чтобы примитивный уровень развития, это совершенное отсутствие какого-либо присутствия здесь человека, здесь и сейчас. То есть это просто такие даже более животные инстинкты и рефлексы, где люди друг друга бьют, причиняют друг другу физический вред. Существует 2 вида восприятия тиранов – активные и пассивные. Когда я говорю про восприятие, я имею в виду, что должен быть тот, кто воспринимает человека как тирана. Другими словами, такой зритель, который видит, что происходит, как-то ощущает эту тиранию и как-то с ней взаимодействует. Активный тиран — это тот, который существует, которого вы можете назвать, обозвать, показать на него пальцем, и когда видны его явные признаки тирании. Самый типичный пример, для того, чтобы было понятнее, это, к примеру, семейная пара, муж с женой, и муж поднимает руку на жену. Есть конкретный субъект, на которого он поднимает руку, которого он, возможно, унижает, причиняет какой-либо вред.
Это такая активная тирания. То есть тот человек, который причиняет вред другому человеку, это активный тиран. И его можно вот так вот взять и выделить. То есть вот этот человек, он тиран. То есть можно как-то его выделить из других. Хочу здесь тоже напомнить про то, что если вы понимаете, что рядом с вами находится тиран, то каким бы он ужасным бытовыми словами не был человеком, важно понимать, что делает он это не потому, что конкретно вот эта вот жертва, которую он для себя выбрал, что дело именно в жертве. Он так делает, потому что он по-другому не может. У него так работает психика. То есть он с вами так поступает не потому, что вы плохой человек, или не потому, что вы что-то ему сделали, или наоборот не сделали. Он так будет поступать с любой другой жертвой, которая попадется ему. То есть, простыми словами, претензия, собственно говоря, не к вам. Это все про него. Но здесь есть такая игра, что тиран становится тираном только рядом с жертвой. Тираном может становиться и жертва, которая была жертвой у тирана. Но человек, к примеру, это жена, с мужем она жертва, но, к примеру, с ребенком она становится тираном. Именно поэтому я говорю о том, что не нужно демонизировать человека, что вот если он тиран, то все, вот он самый плохой, и он во всем виноват, и жертва всегда права. Нет, та же жертва может стать тираном только в какой-то другой среде, где та же жена находит для себя грушу для битья, к примеру, ребенка, и муж тиранизирует жену, жена, в свою очередь, тиранизирует ребенка. И в этой конструкции ребенок, который просто был, становится тоже жертвой, либо же спасателем для мамы, которую, в свою очередь, тиранизирует отец. Очень часто тиранами воспринимают только мужей, как будто бы только мужчина может быть тираном, а женщина всегда в любом случае жертва. Мы не будем с вами заниматься сексизмом. Как женщина, так и мужчина могут быть тиранами. Тираном может быть и ребенок, который в семье, к примеру, является жертвой для своих родителей, но он приходит в школу, либо на какой-то кружок, в садик, и там он становится тираном для других людей, при том, что дома он жертва. Поэтому тираном может быть кто угодно. Существует также пассивный тиран, то есть тот, который вам конкретно как будто бы ничего не причиняет, но вы, будучи жертвой, ощущаете, что вас тиранизируют. К примеру, правительство. Вот правительство во всем виновато, оно там что-то сделало, либо не сделало для меня. И вот я такой несчастный из-за этого всего, и все мои беды из-за правительства. То есть здесь нельзя как будто бы выделить кого-то конкретного. Здесь это такой просто как такая фигура большая. И если у человека спросить в этот момент: а можешь назвать, кто конкретно, можешь назвать имя, кто виноват вот в твоих бедах, то человек не сможет выделить, потому что это такой общий образ правительства, которое во всем виновато. В то время как правительство, опять же, если взять это в контексте, что это фигура, мы не будем выделять конкретного человека, там, президента, премьера, какого-то депутата, это такая вот фигура. Если взять эту фигуру, то можно задуматься о том, что вот существует какой-то человек, да, просто вот гражданин, житель города, страны, мира. И вряд ли это правительство, эта фигура правительства сидит и думает: вот, сделаем-ка мы плохо конкретному вот этому человеку. То есть здесь нет прямой такой агрессии, нету прямой тирании, есть просто жертва, вот этот человек, который сидит и воспринимает правительство как тирана. Тираном может быть также погода. Если, например, вы живете в климате, где вам не нравится погода, где вам не нравится климат, то климат может стать тираном для вас в реализации ваших целей, к примеру. Потому что погода за окном серая, идет дождь, снег, мороз, либо наоборот слишком жарко, а я ничего не могу делать. И в этот момент вы снова становитесь жертвой погоды. То есть в этой ситуации тираном является погода. Но опять же, погода, климат – это просто то, что существует независимо от того, как вы это воспринимаете. То есть воспринимать погоду как тирана выбирает так жертва.
а не сама погода выбирает быть тираном. Поэтому здесь очень важен вот этот вот зритель, который смотрит, который воспринимает то, что ему как будто бы транслирует этот мир. Вот мир транслирует погоду. Вот такая погода, разные климаты, к примеру, есть. Но человек, этот зритель, он выбирает воспринимать это как что-то плохое и что конкретно вредит ему. И тогда это уже выбор жертвы. И напомню, что жертва, у нее изначально такие линзы восприятия, где мир опасен, где мир сплошная угроза, что все угрожают и все причинят ему вред. Поэтому человек всегда найдет, на что или на кого переложить ответственность. Также очень часто в семьях, буду приводить пример из семей, потому что это, наверное, более понятно, в семьях может тираном выступать алкоголь. Вот существует, опять же, возьмем мужа и жену. Муж алкоголик или жена алкоголик. И муж обвиняет в алкоголизме алкоголь. То, что вот этот алкоголь, если бы не он, то все у нас было бы хорошо в отношениях, то моя жена бы не пила, то и жили бы мы лучше, и отношения у нас были лучше. Вот этот проклятый алкоголь. То есть здесь человек выбирает не жену, которая пьет и которая выбирает пить, а алкоголь виноват в том, что жена его пьет. При таком восприятии очень сложно выделить действительного виновника, скажем так, и, соответственно, очень сложно что-либо изменить, потому что алкоголь, погода, климат, они просто существуют. Вы ничего не можете с этим сделать. И тогда вот здесь, опять же, вырисовывается вот эта роль жертвы. Я ничего не могу сделать, я ничего не могу сделать с погодой, я ничего не могу сделать с алкоголем, ничего нельзя изменить, и человек впадает вот в эту жертву. Но мы с вами говорим про тирана, поэтому продолжим. Некоторые матери могут выбирать тираном даже своего ребенка. К примеру, ребенок виноват в том, что женщина не развивается, что она никуда не ходит, что у нее нет времени на это и на то. То есть во всем виноват ребенок. В этом моменте для нее тираном является ребенок. Давайте теперь рассмотрим причины, почему люди являются тиранами. Первая причина – это отсутствие уверенности и страх. Если у вас есть достаточно осознанность для того, чтобы понять и заметить, что человек, которого вы назвали тираном, на самом деле делает все, что он там делает из страха, из неуверенности, то в этот момент есть шанс, что тиран перестанет быть таковым в ваших глазах, потому что вы заметите на самом деле за этим всем человека, его личность, его опыт и возможные причины, почему он так себя ведет. Тогда здесь слетит для вас его маска тиран, и вы сможете встретиться с реальным человеком, с которым будет возможность построить какие-то другие отношения. Не тиран-жертва, а человек-человек. Потому что любой тиран и любая жертва — это в первую очередь люди. Также у тиранов низкая эмпатия. То есть у них не развито ощущение другого человека, понимание его чувств. Патологический уровень низкой эмпатии — это психопаты. То есть это люди, которые совершенно не понимают и не чувствуют, что может чувствовать другой человек. Но про психопатов мы поговорим потом. Также тираны на самом деле просто защищаются. То есть тиран — это на самом деле жертва. Но у него получилось выработать такие у себя механизмы защитные, которые помогают ему справляться с теми жизненными обстоятельствами, которые были или есть сейчас. Так, что же делать? Развивать осознанность, развивать свое присутствие в этом мире, присутствие здесь и сейчас. Если вы обнаружили тирана в себе, а вы, скорее всего, его обнаружили, потому что время от времени мы все бываем тиранами, даже если мы сами того не хотим. Если вам удалось обнаружить в себе тирана, то вы уже от него отсоединяетесь. Тиран продолжает быть тираном, когда он этого не понимает. Если же он это понимает, то это уже какой-то процент того, что вы уже отсоединяетесь от этого образа и смотрите на него сбоку. Значит, у вас уже больше шансов перестать им быть, чем у того, кто даже об этом не думает. Если же вы обнаружили тирана в своем окружении, самое главное — обнаружить свои границы, обратить внимание на себя и выстроить свои границы от этого человека. Если жертва перестает быть жертвой, то, скорее всего, тиран либо сольется, то есть он уйдет, потому что ему нужна будет жертва. Он не сможет выдерживать рядом с нежертвой и эмоционально зрелым человеком. И он
он либо уйдет, либо же внутри него тоже произойдет какое-то взросление, какое-то осознание, и он сможет тоже как-то исправить. Поэтому самое главное, что вам нужно сделать, это обезопасить себя, если у вас есть угроза физического тела. Второе, если есть угроза вашему эмоциональному состоянию, то опять же обратитесь внутрь себя и попытайтесь понять, как вы себе можете помочь, что вы можете сделать. Не ищите, что вас кто-то спасет, что вам кто-то поможет. Помогите себе сами. Спасите себя от того тирана, который находится рядом с вами. Если рядом с вами находится тиран, найдите человека, которому вы доверяете, поговорите с ним, найдите для себя поддерживающее общение, расскажите кому-то о том, что вас тиранят. Дайте другому человеку вам помочь, если вы не справляетесь сами. Не оставайтесь одни в той ситуации, в которой вы находитесь. Если же у вас нет человека, которому вы доверяете, или же вам все равно этого недостаточно, обращайтесь за психологической поддержкой к специалисту. Это могут быть разовые консультации, это может быть полноценная психотерапия, которая поможет вам выйти из отношений, где вас тиранят, либо же если вы тиран, то вам это также поможет развить свою осознанность, эмоциональный интеллект и перестать быть тираном. Помните, что нет ничего страшного в том, что вы обнаружили себя в какой-либо роли. Страшно, если вы ничего с этим не делаете. У меня на канале есть видео, где я рассказываю, как развить свою осознанность и как жить ту жизнь, которую вы на самом деле хотите жить. Подписывайтесь на мой канал. Я снимаю видео по самопомощи, по развитию эмоционального интеллекта. И через свои видео помогаю людям обнаружить себя и прийти к себе. Спасибо за внимание и до новых встреч!